Урок 1. Уделение приоритетного внимания фитнесу в суматошной жизни. Привет, Анна. Я давно хотела спросить, как тебе удается находить время для занятий спортом в плотном графике? Мне очень трудно в этом уложиться. Это, безусловно, непростая задача, но сделать фитнес приоритетом очень важно. Главное для меня — найти способы интегрировать занятия спортом в свой распорядок дня. Отличное замечание. Я обычно воспринимаю физические упражнения как нечто большее, чем просто часть моего обычного дня, а как нечто большее, чем просто часть моего обычного дня. Именно так. Даже такие мелочи, как подъем по лестнице вместо лифта или пешеходные встречи, могут иметь большое значение. Ах, мне нравится эта идея, особенно пешеходные встречи. Это простой способ начать двигаться, не чувствуя себя отдельной тренировкой. Абсолютно. А если у меня будет очень напряженный день, я даже сделаю несколько быстрых упражнений за столом или растяжку на рабочем месте. Отлично. Это хитрый способ подкрасться к чему-то новому. Мне лучше начать этим заниматься, а не сидеть часами напролет. Обязательно попробуйте. Даже 5-10 минут легкого движения могут зарядить вас энергией и повысить производительность. Отличное замечание. Я обычно просто работаю без перерывов, что, я уверен, не самый здоровый подход. Именно так. Все дело в том, чтобы найти баланс и органично включить фитнес в свою повседневную жизнь. Вы правы, мне нужно стать лучше в этом. Возможно, я попробую настроить напоминания в календаре о быстрых перерывах в тренировках. Отличная идея. Наличие такой встроенной структуры действительно может помочь сделать эту привычку постоянной привычкой. Абсолютно. А если мне трудно найти время, мне тоже придется проявить творческий подход к тренировкам. Конечно. Высокоинтенсивные интервальные тренировки или упражнения с собственным весом — отличный вариант, когда у вас мало времени. Ах да, они идеальны. Я определенно смогу быстро пройти сеанс и даже в самые загруженные дни. Именно так. Главное — быть гибкими и адаптироваться к своим занятиям фитнесом. Это очень хороший совет. Я обычно придерживаюсь принципа «все или ничего», но любое занятие лучше, чем ничего. Полностью. Прогресс — это прогресс, каким бы маленьким он ни был. Просто продолжайте двигаться в правильном направлении. Вы абсолютно правы. Хорошо, вы действительно вдохновили меня переосмыслить свой подход к фитнесу в повседневной жизни. Я так рада, что смогла поделиться полезной точкой зрения. Помните, что все дело в том, чтобы найти то, что лучше всего подходит именно вам. Определенно. Хорошо, мне пора применить эти стратегии на практике. Спасибо за мотивацию, Анна. Конечно, в любое время. Желаю вам удачи, вписывая занятия фитнесом в свой плотный график. Благодарю за это. Увидимся позже. Урок 2. Получение конкурентного преимущества. Привет, Анна. В последнее время я действительно пытаюсь получить конкурентное преимущество в своей карьере. Можете ли вы посоветовать, как к этому подойти? Безусловно, Джон. Главное — использовать хорошо спланированный стратегический подход. Первый шаг — по-настоящему понять свою отрасль и конкретные навыки, которые пользуются большим спросом. В этом есть смысл.
Мне нужно будет провести небольшое исследование, чтобы определить, на каких областях мне следует сосредоточиться, чтобы оставаться на шаг впереди. Именно так. Как только вы определите важнейшие компетенции, вы можете начать оттачивать эти навыки, постоянно обучая и повышая квалификацию. Хорошо, это отличное замечание. Мне следует обратиться за помощью к семинарам, онлайн-курсам или даже к наставнику, который поможет мне развить эти основные способности. Определенно. И не забудьте также использовать свою сеть. Общение с лидерами отрасли и коллегами может предоставить бесценную информацию и открыть новые возможности. Отличный звонок. Нетворкинг никогда не был моей сильной стороной, но я знаю, что это очень важно для получения конкурентного преимущества. Я вас слышу. Это может пугать. Но даже небольшие шаги, такие как посещение отраслевых мероприятий или вступление в соответствующие профессиональные ассоциации, могут иметь большое значение. Это хорошие предложения. Мне придется начать больше заниматься этим делом и налаживать эти важные связи. Абсолютно. И как только вы начнете строить эту сеть, обязательно поддерживайте эти отношения. Следите за новостями, предлагайте помощь и ищите способы сотрудничества. Верно, дело не только в первоначальном контакте, но и в поддержании этих связей с течением времени. Мне придется научиться в этом лучше. Именно так. Главное — постоянное взаимодействие и приносящее пользу вашей сети. Это поможет вам стать незаменимым специалистом в своей области. В этом есть большой смысл. Хорошо, я начинаю лучше понимать, как подойти ко всему этому вопросу о конкурентном преимуществе. Замечательно. Я рад, что смог дать полезные рекомендации. Самое главное — иметь активный стратегический склад ума. Конечно. И мне нравится идея по-настоящему оттачивать те важнейшие навыки и способности, которые будут отличать меня от других. Определенно. Сохраняйте гибкость, продолжайте учиться и используйте свою сеть. Это выигрышная формула получения конкурентного преимущества. Потрясающе! Это было очень проницательно. Я чувствую мотивацию притворить эти стратегии в жизнь. Я очень рад это слышать, Джон. Желаю вам всего наилучшего в вашем профессиональном росте и продвижении по службе. Спасибо, Анна. Хорошо, мне пора заняться планированием. Увидимся позже. Урок 3. Чувство благодарности. Привет, Анна. В последнее время я много думаю о важности благодарности. Что для тебя значит эта концепция? Благодарность — это признание и благодарность за все хорошее, что есть в нашей жизни, будь то еда, семья, здоровье или даже небольшие ежедневные благословения. Это действительно прекрасный способ думать об этом. Так легко зациклиться на том, чего нам не хватает или чего мы хотим, что мы забываем ценить то, что у нас уже есть. Абсолютно. Воспитание чувства благодарности может оказать огромное влияние на наше общее благополучие и взгляды на жизнь. Могу себе представить. Потратив время на благодарность даже за мелочи, вы должны многое изменить. Определенно. Речь идет о том, чтобы отвлечься от негатива и по-настоящему насладиться позитивом, каким бы большим или маленьким он не был. Мне это нравится. Есть ли у вас какие-либо особые методы благодарности,
которые вы рекомендуете, чтобы развить такое мышление? Что ж, одна простая вещь. Выработать привычку каждый день называть несколько вещей, за которые вы благодарны, будь то в дневнике или просто в спокойных размышлениях. Ах, это отличная идея. Начать день с позитивным настроем должно быть очень важно. Именно так. Это поможет вам по-новому взглянуть на вещи и обрести чувство благодарности и радости. Я вижу в этом ценность. Есть ли другие способы привнести больше благодарности в повседневную жизнь? Абсолютно. Вы также можете попробовать написать благодарственные письма людям, которые оказали на вас влияние, или просто уделите время устному выражению признательности. Это прекрасное предложение. Бьюсь об заклад, написанная от руки записка будет так много значить для кого-то. Определенно. Это такой простой, но эффективный способ заставить кого-то почувствовать, что его ценят и признают. Мне это нравится. Вы действительно вдохновили меня на то, чтобы более активно воспитывать в себе чувство благодарности. Я так рада это слышать, Джон. Это очень важная практика, которая действительно может изменить ваше мышление и взгляды на жизнь. Понимаю, почему. Хорошо, мне пора начать воплощать эти стратегии благодарности в жизнь. Спасибо за содержательный разговор, Анна. Конечно, я рада, что смогла поделиться полезной точкой зрения. Желаю вам всего наилучшего на пути к благодарности. Благодарю за это. Увидимся позже. Урок 4. Гонка через терминал. Ух, я устала. Мне просто нужно было обойти весь аэропорт, чтобы вылететь вовремя. А нет, что произошло? Были ли задержки или проблемы с вашими планами путешествий? Ничего особенного, я просто недооценил, сколько времени мне понадобится, чтобы добраться до ворот. В итоге я как сумасшедший побежал через терминал. Ура! Звучит напряженно. Могу себе представить, как я пытаюсь перемещаться по загруженному аэропорту на полную катушку. Вы все правильно поняли. Я вплетался в людей и выходил из них, тащил за собой ручную кладь. Наверное, я выглядел как сумасшедший. Ха-ха, я могу себе это представить. В конце концов, ты хотя бы вовремя добрался до своего рейса. К счастью, да. Я подошел к воротам, как только они закрывали двери. Едва успел, но я так рад, что не опоздал на рейс. Ух, приятно это слышать. Нет ничего хуже паники из-за того, что вы, возможно, застряли в аэропорту. Определенно нет. Но, кажется, я сбрил свою жизнь на несколько лет своей жизни из-за всего этого бега. Держу пари. Твое сердце, должно быть, билось со скоростью милю в минуту. У вас была хотя бы возможность перевести дух перед взлетом. Не совсем. Я просто упала на сиденье и все еще пытаюсь перевести дыхание. Стюардесса подумала, что мне срочно нужна медицинская помощь. А нет, бедняжка. Уверена, это стало интересным началом вашего путешествия. Вы могли бы повторить это еще раз. Я вспотел и задыхался. Не самое приятное прибытие в аэропорт. Ну что ж, такое иногда случается.
По крайней мере, в конце концов у тебя получилось, верно? Это самая важная часть. Верно, верно. И я усвоила урок. Я определенно планирую выработать дополнительное время для следующей поездки в аэропорт. Отличный звонок. Лучше иметь немного свободного времени, чем в панике бегать по терминалам. Именно так. Не знаю, выдержит ли мое сердце еще один такой безумный рывок. Ха-ха, я тебя не виню. Звучит как тяжелое испытание. Надеюсь, остальные ваши путешествия будут приятными и гладкими. Спасибо, очень на это надеюсь. Ладно, мне пора выпить чашечку кофе и попытаться оправиться от приключений в аэропорту. Похоже на план. Приятного вам отдыха и безопасного путешествия. Благодарю за это. Увидимся позже. Урок 5. Увлажнение для здоровья. Привет, Анна. Я хотела спросить тебя о чем-то. Я старалась пить больше воды в течение дня, и мне кажется, что это действительно изменило ситуацию. Отлично, Джон. Предотвращение обезвоживания очень важно для нашего общего здоровья и благополучия. Определенно. Я заметила, что у меня больше энергии, кожа выглядит ярче, и я даже лучше сплю. Это именно то, чего мы ожидаем, когда кто-то увеличит потребление воды. Правильное увлажнение имеет множество преимуществ. Это действительно открыло глаза. Раньше мне было трудно пить достаточно воды, но теперь я всегда держу при себе бутылку с водой. Это отличная стратегия. Если его есть в наличии, его гораздо легче не забывать регулярно пить в течение дня. Именно так. И я считаю, что если я первым делом выпью стакан воды утром, это задаст тон на весь день. Это отличная привычка, которую нужно развивать. Увлажнение организма сразу после пробуждения может дать толчок системам и процессам организма. Полностью. А иногда я даже добавляю в воду свежие фрукты или травы, чтобы сделать ее более интересной. Это прекрасная идея. Добавление небольшого количества натурального аромата может сделать питьевую воду более похожей на лакомство. Определенно. Я экспериментировала с такими вещами, как лимон, огурец и даже немного мяты. Это отличный способ все перепутать. Звучит очень вкусно и освежает. Это также отличная альтернатива сладким сокам или газированным напиткам. Абсолютно. И мне кажется, что у меня меньше соблазна попробовать вредные для здоровья блюда, когда рядом есть вкусная увлажняющая вода. Это фантастическое замечание. Соблюдение достаточного количества воды на самом деле может снизить тягу к еде и сократить количество перекусов менее питательными продуктами. Именно так. Для меня это перевернуло правила игры. В целом я чувствую себя намного лучше, так как стала уделять приоритетное внимание потреблению воды. Я так рада это слышать, Джон. Правильное увлажнение на самом деле является одним из самых простых, но в то же время наиболее эффективных способов, которые мы можем сделать для нашего здоровья. В этом вы правы. Хорошо, я собираюсь пополнить бутылку с водой. Спасибо за отличный разговор, Анна. Конечно, в любое время. Продолжайте в том же духе работать над своими привычками гидратации. Сгодится. Увидимся позже. Урок 6.
Работа с кроногибом. Привет, Анна. Не могу поверить, что мы только что залезли в небольшой изгиб крыльев. Давай обменяемся информацией о страховании в ожидании помощи. Отличная идея, Джон. Безопасность превыше всего. Мы хотим убедиться, что у нас есть все необходимые сведения, задокументированные надлежащим образом. Абсолютно. Я заберу свою страховую карточку и водительские права. Хотите, чтобы я тоже получил ваши данные? Да, пожалуйста. У меня тут своя. Мы хотим обменяться именами, контактными данными, номерами страховых полисов и информацией о номерных знаках. Понял. Хорошо. Позвольте мне все это записать. Похоже, повреждения минимальны, но лучше всегда быть внимательными. Определенно. В любом случае мы захотим уведомить об этом наших страховых компаний, на всякий случай. Конечно. Я позвоню своему агенту, как только мы закончим здесь. Хочешь, чтобы я сделал для тебя то же самое? Было бы здорово, спасибо. Я очень признателен за то, что вы взяли на себя инициативу, но я все еще немного потрясен. Совсем без проблем. Я буду рад помочь. Давайте останемся в безопасности и подождем, пока власти задокументируют этот инцидент. Звучит неплохо. Я рад, что у нас обоих все хорошо. Могло быть гораздо хуже, но вы отреагировали так спокойно. Что ж, к сожалению, у меня было немало подобных ситуаций. Главное — сохранять уравновешенность. В этом есть смысл. Кажется, ты точно знаешь, что делаешь. С тобой мне здесь гораздо лучше. Я рада, что смогла оказать твердую руку. Хорошо, у меня есть вся необходимая информация. Надеюсь, скоро приедет полиция, и мы разберемся с этим. Согласовано. А пока давайте просто глубоко вздохнем и оценим ущерб. Не нужно паниковать. Именно так. Мы отлично с этим справимся. Я также благодарю вас за то, что вы сохраняете спокойствие. Это немного облегчает стрессовую ситуацию. Конечно, мы занимаемся этим вместе. Я просто рада, что никто не пострадал. Хорошо, вот и мигающие огни. Похоже, власти здесь. Идеальное время. Хорошо, давайте поговорим с офицерами и позаботимся об этом. После этого мы можем отправиться в путь. Звучит неплохо. Укажи путь, Джон. Я прямо за тобой. Потрясающе. Хорошо, давайте сделаем это. Урок 7. Бронирование идеального отдыха. Привет, Анна. Я пытаюсь спланировать небольшой отпуск. Где вы обычно бронируете поездку? Обычно я пользуюсь популярными туристическими сайтами, такими как Expedia или Travelocity. У них есть широкий выбор авиабилетов, отелей и туристических пакетов в одном месте. Ах да, это отличные варианты. Мне нравится, как вы можете сравнивать цены и удобства бок о бок. Именно так. Это значительно упрощает поиск лучших предложений и персонализацию поездки. Вы имеете в виду конкретное направление. Что ж, я подумывал о пляжном отдыхе в тропическом месте. Какие-нибудь рекомендации по лучшим местам для поиска? Пляжный отдых звучит прекрасно.
Я бы посоветовал посетить место на Карибах или даже на Флорида-Кис. Карибское море, да. Это было бы очень здорово. Мне всегда хотелось побывать на Ямайке или Багамах. Это был бы отличный выбор. Пляжи великолепны, и здесь так много яркой культуры. Это именно то, что я ищу. Возможность отдохнуть на пляже, а также заняться прогулками по окрестностям. Абсолютно. Большинство этих островных курортов предлагают идеальное сочетание пляжного отдыха и возможностей погрузиться в местную жизнь. Замечательно. Мне это очень нравится. Хорошо. Пора начать просматривать некоторые туристические пакеты. Похоже на план. Просто внимательно прочитайте отзывы и детали при бронировании. Отличный звонок. Не хотелось бы неприятных сюрпризов, когда приеду на курорт. Именно так. И не бойтесь немного пройтись по магазинам. Цены на разные туристические сайты могут сильно отличаться. Отмечено. Я обязательно сравню несколько вариантов, чтобы убедиться, что я получаю наилучшую цену. Фантастическое. Я уверен, что все, что вы в конечном итоге забронируете, станет потрясающим и незабываемым отдыхом. Очень на это надеюсь. Мне не терпится начать планировать эту поездку. У меня уже слишком много времени не было в настоящем отпуске. Могу себе представить. Каждому иногда нужен шанс расслабиться и зарядиться энергией. Вы этого заслуживаете. Согласен, не могу дождаться. Хорошо, мне пора заняться исследованиями в области путешествий. Спасибо за советы, Анна. Конечно, рады помочь. Желаю вам удачи в планировании идеального тропического отдыха. Благодарю за это. Увидимся позже. Урок 8. Уборка мусора ради счастья. Привет, Анна. В последнее время я чувствую необходимость убрать беспорядок в своем жилом помещении. Есть ли у вас какие-либо советы по реализации такого проекта? Безусловно, Джон. Главное, не спешите спросить себя, действительно ли каждый предмет приносит вам счастье или служит определенной цели. Отличное замечание. У меня есть склонность просто ошеломлять и волей-неволей начинать все выбрасывать. Я могу понять это чувство. Устранение беспорядка может быть эмоциональным процессом, но вдумчивый подход к нему даст наилучшие результаты. Итак, мне действительно стоит уделить время оценке каждого предмета, а не просто слепо избавляться от всего, верно? Именно так. Просмотрите свои вещи по категориям и честно расскажите себе о том, чем вы на самом деле пользуетесь и любите. В этом есть смысл. Мне нужно быть безжалостным, но сдержанным. Больше никаких импульсивных чисток. Ха-ха, именно так. Цель состоит в том, чтобы создать жилое пространство, в котором будет комфортно и радостно, а не просто так. Мне нравится такая перспектива. Дело в том, чтобы найти правильный баланс, а не просто свести его к минимуму. Точно. И не бойтесь сентиментально относиться к определенным вещам. Просто выбирайте, что у вас есть. Отличный звонок. Уверен, у меня есть много вещей, которые имеют скорее ностальгическую ценность, чем практическое применение. Определенно.
Вопрос, приносит ли мне это радость? Тест очень важен. Это поможет вам отличить значимое от беспорядка. Я вижу в этом ценность. Хорошо, теперь я чувствую себя более подготовленным к выполнению этого проекта. Какие-нибудь другие советы? Абсолютно. Я бы также посоветовал разбить его на более мелкие и более управляемые задачи. Если вы будете заниматься понемногу за раз, вам будет не так сложно. Это умно. Я подумывал о том, чтобы просто погрузиться с головой, но вы правы, возможно, лучше поэтапный подход. Именно так. И не забудьте вознаградить себя по пути. Отпразднуйте достигнутый прогресс. Хороший звонок. Небольшое удовольствие или веселое занятие могут стать мотивацией двигаться дальше. Определенно. Положительное подкрепление играет ключевую роль, когда вы беретесь за крупный организационный проект. Мне нравится эта идея. Хорошо, я взволнован и готов приступить к уборке мусора. Спасибо за отличный совет, Анна. Конечно, я рад, что смог дать полезные рекомендации. Желаю вам удачи в вашем путешествии по уборке мусора. Благодарю за это. Хорошо, пора погрузиться. Увидимся позже. Урок 9. Поиск утерянного предмета. Привет, Анна. Я надеялась, что ты сможешь мне помочь. Кажется, я потеряла свою любимую куртку и ломаю голову, пытаясь вспомнить, где я ее в последний раз видела. А нет, мне жаль это слышать, Джон. Есть ли у вас на куртке какие-либо опознавательные черты, которые могли бы помочь нам ее найти? На самом деле, да, спереди у него характерное красное пятно. Это одно из моих любимых произведений, поэтому я очень надеюсь, что смогу его найти. Хорошо, красное пятно. Отличная деталь, которую стоит запомнить. Где вы в последний раз знали, что у вас была куртка? Возможно, вам будет полезно вернуться в прежнее Думаю, положение дел. последний раз я носил его на работе несколько дней назад. Должно быть, в какой-то момент я его снял, а потом совсем забыл об этом. Понимаю. Проверяли ли вы свой офис или другие места общего пользования на работе, где вы могли их оставить? Знаете, на самом деле я еще не вернулась и не стала искать его там. Я просто думала, что оно со временем появится, но, возможно, мне стоит присмотреться повнимательнее. Неплохая идея. Чем раньше вы сможете повторить свои шаги, тем больше шансов найти их, прежде чем они еще больше потеряются. Абсолютно. Хорошо, как только смогу, я пойду в офис и посмотрю, смогу ли я где-нибудь заметить это красное пятно. Умный ход. И дайте мне знать, если вам понадобятся дополнительные наборы глаз для помощи в поиске. Я буду рад помочь, чем смогу. Я очень благодарна за это, Анна. Всегда легче найти потерянную вещь, когда тебя тоже ищет кто-то другой. Определенно. Как говорится, две пары глаз лучше, чем одна. Надеюсь, вы сможете быстро найти свою куртку. Я тоже. Это одна из моих любимых работ, поэтому я буду расстроена, если она закончится навсегда. Ладно, мне пора искать. Звучит неплохо. Удачи, Джон. Я скрестил пальцы. Скоро вы воссоединитесь со своей любимой курткой. Спасибо, я тоже на это очень надеюсь. Ладно, я иду обыскивать офис. Увидимся позже.
Урок 10. День шопинга и прогулок. Привет, Анна, я так рада. У меня есть целый день, чтобы ходить по магазинам и исследовать окрестности. Ты готов присоединиться ко мне? Безусловно, Джон. Похоже, это идеальный способ провести день. Мне не терпится заглянуть в новые магазины и рестораны. Отлично, я рада, что ты играешь. Мне не терпелось обновить свой гардероб, поэтому я готова пойти в торговый центр. А, поход по магазинам, я в курсе. Мы также должны пообедать, пока мы гуляем, побаловать себя чем-нибудь вкусненьким. Отличная идея. Я жажду чего-нибудь сытного и уютного, может быть, классических закусочных. Звучит отлично. Мы можем побродить по окрестностям, заглянуть во все магазины, а затем заправиться вкусным обедом. Именно так. Это именно тот день, который мне был нужен. Просто немного свободного времени, без всякой повестки дня. Я это слышу. Иногда приятно просто прогуляться и посмотреть, куда нас приведет день, не имея строгих планов. Абсолютно. Мне кажется, что в последнее время я так увязла в работе и хлопотах. Было бы здорово немного расслабиться. Могу себе представить. Это будет идеальная кнопка перезагрузки. Пора зарядить эти батареи. Готов поспорить. Хорошо, тогда начнем это приключение. Я готов, когда бы ты ни был. Звучит неплохо для меня. Укажи путь, Джон. Я прямо за вами и готов делать покупки до тех пор, пока мы не приедем. Ха-ха, мне нравится такое отношение. Хорошо, первая остановка – торговый центр. У меня такое чувство, что сегодня будет фантастический день. Я в этом уверена. Именно такое качественное время, проведенное вместе, и нужно нам обоим. Мне не терпится увидеть, что мы узнаем. Я тоже. Хорошо, давайте займемся покупками, прогулками и вкусной едой. О чем еще можно мечтать? Именно так. Хорошо, вперед и вверх. Это будет круто, я это знаю. Не могу не согласиться с этим. Итак, поехали, феерия шопинга начинается. Урок 11. Оригинальная тактика охоты равнинных индейцев. Привет, Анна. Знаете ли вы, что у равнинных индейцев было несколько действительно интересных методов охоты, прежде чем они приобрели лошадей? Нет, я этого не знала. Мне бы очень хотелось узнать больше об их технике охоты. Какие инновационные способы они использовали для охоты на буйволов? Что ж, интересный подход заключался в том, что охотники тихо подкрадывались к стадам буйволов и прятались в высокой траве или за природными объектами. Понимаю, поэтому они использовали скрытность и маскировку, чтобы незаметно приблизиться к животным. Для этого, должно быть, потребовалось много навыков и терпения. Абсолютно. Они были мастерами маскировки и трекинга. Занимая позицию, они начали атаковать луками, стрелами или копьями. Увлекательно. Могу себе представить, как нервничала, приближаясь так близко к таким массивным и могущественным животным. Вы правы, это было невероятно рискованно. Но они разработали очень точные методы, позволяющие максимально эффективно использовать имеющееся у них ограниченное количество оружия.
Меня впечатляют их изобретательность и находчивость. Какие еще методы они использовали до того, как начали использовать лошадей в своей охоте? Ну, одна уникальная тактика была известна как «прыжок с буйволом». Они посали буйволов к краю скалы, а затем загоняли их через край и убивали внизу. Ого, наверное, это был сложный и опасный процесс. Как им удалось заставить все стадо так переступить грань? Они построят сложные системы естественных и искусственных барьеров, чтобы направить буйвола к месту прыжка. Это были хорошо скоординированные коллективные усилия. Невероятно! Они действительно максимально использовали ресурсы, доступные им в окружающей среде. Такой хитрый способ охоты на этих крупных животных. Определенно, индейцы равнин умели приспосабливаться и процветать в суровых условиях. Их методы охоты были поистине гениальными. Я поражен уровнем их инноваций и навыков, особенно с учетом ограничений, с которыми они столкнулись. Это захватывающий взгляд на их образ жизни. Абсолютно. Это отличный пример того, как человеческая изобретательность может преодолевать трудности даже в самых сложных условиях. Действительно вдохновляющая вещь. Согласен, Джон. Изучение охотничьих тактик индейцев, обитающих на равнинах, позволило мне по-новому взглянуть на их культуру и образ жизни. Это действительно увлекательно. Я рада, что смогла поделиться с вами этой историей. Всегда интересно открывать для себя умные решения, разработанные нашими предками для процветания. Определенно. Это отличное напоминание о том, что находчивость и способность адаптироваться — это вечные человеческие качества. Я благодарю вас за то, что вы нашли время рассказать мне об этом. Конечно, я рада. Хорошо, давайте перейдем к следующей теме обсуждения. Я с пониманием отношусь к тому, о чем вы хотели бы поговорить дальше. Урок 12. Обретение надежды в трудные времена. Привет, Анна. В последнее время меня немного расстроило состояние мира. Но вы знаете, что говорят, там, где есть желание, есть выход. Я тебя слышу, Джон. Можно легко впасть в отчаяние, но я искренне верю, что пока у нас есть хоть малейшая надежда, мы сможем двигаться вперед. Отличная перспектива. Думаю, легко увязнуть во всем негативе и проблемах, с которыми мы сталкиваемся вокруг нас. Абсолютно. Но я думаю, что самое главное — не упускать из виду позитив. Даже в самые мрачные времена всегда есть основания надеяться. Вы замечаете очень хорошие замечания. Думаю, все дело в том, чтобы изменить наше мышление и сосредоточиться на свете, а не на темноте. Именно так. И я считаю, что именно в этом и должна заключаться политика. Не просто сосредотачиваться на проблемах, но и искать решения и пути достижения прогресса. Это интересный взгляд. Как вы думаете, чего сегодня людям следует ожидать от политиков и политических лидеров? Что ж, я думаю, что прежде всего люди хотят видеть реальные и значимые действия по решению наиболее важных для них и их сообществ проблем. Абсолютно. Пустые обещания и межпартийные споры, похоже, порождают еще больший цинизм и безнадежность. Полностью согласен. Людям нужны лидеры, которые готовы засучить рукава и усердно объединять людей, а не разъединять их.
Определенно. И я думаю, что они также хотят видеть искреннее сострадание и заботу о благополучии всех граждан, а не только избранных. Да, это очень важно. Политика должна быть ориентирована на всеобщее благо, а не на собственные интересы или интересы узкого круга избирателей. Я не мог сказать этого лучше. Знаете, беседа с вами действительно помогла мне немного изменить свою точку зрения. Теперь у меня немного больше надежд. Я так рада это слышать, Джон. Легко впасть в отчаяние, но я искренне верю, что если мы сохраним этот проблеск надежды, мы сможем преодолеть все, что угодно. Вы абсолютно правы. И все дело в том, что вокруг нас есть хорошие люди, которые могут смотреть в будущее с позитивным настроем. Согласовано. Иногда нам просто нужно немного подтолкнуть, чтобы помнить, что даже в самые мрачные времена всегда есть путь вперед. Что ж, спасибо за то, что сегодня меня подтолкнуло, Анна. Я очень благодарна за то, что вы нашли время для этого содержательного разговора. Конечно, Джон. Я всегда рад обсудить эти важные темы и, надеюсь, почерпну вдохновение. В конце концов, для этого и нужны друзья. Не могу не согласиться с этим. Хорошо, я чувствую себя бодрым и готов взяться за дело. Куда нам двигаться дальше? Урок 13. Квалифицированное мастерство и общественные проекты. Привет, Анна. Мне было бы интересно, не могли бы вы помочь мне в общественном проекте, в котором я участвую? Мой друг Майк очень хорошо разбирается в деревообработке и строительстве, и ему предлагают свою помощь. А, это прекрасно, Джон. Наличие на борту человека с таким уровнем мастерства может иметь огромное значение. Над каким проектом вы работаете? Что ж, мы создаем декорации для местной театральной постановки. У режиссера очень специфическое видение, и Майк стал просто находкой, воплотив его в жизнь. Как здорово, что у тебя есть друг с такими талантами. Деревообработка и строительство — очень ценные навыки, особенно для такого общественного проекта. Абсолютно. Майк неустанно работает, режет и собирает все необходимые нам детали. Его внимание к деталям просто невероятное. Могу себе представить. Наверное, приятно наблюдать за тем, как он превращает сырье в полноценный функциональный набор. Такое мастерство действительно является искусством. Вы совершенно правы. Он делает все так, чтобы все выглядело просто, но я знаю, что для этого нужно много размышлений и навыков. Я постоянно восхищаюсь тем, что он может создать. Я могу это понять. Впечатляет, когда кто-то может взять идею, а затем воплотить ее в ощутимый физический результат. Талант такого рода довольно редкий. Определенно. И что самое приятное, ему за это даже не платят. Он просто делает это по доброте, поддерживая местное художественное сообщество. Ого, это так щедро с его стороны. Прекрасно, когда люди готовы пожертвовать своим временем и опытом на благо общества. Знаю, верно. Он был огромным активом, и я очень благодарна за то, что он в команде. Благодаря его стараниям съемочная площадка действительно начинает хорошо складываться. Это просто фантастика. Уверен, что театральный режиссер и остальная съемочная группа очень рады, что в проекте участвует такой опытный волонтер.
Абсолютно. Они не перестают петь хвалу Майку. Он действительно воплотил их мечту в реальность, чего они не смогли бы реализовать в одиночку. Это так приятно слышать. Здорово, когда индивидуальные таланты и увлечения могут быть использованы для поддержки подобных общественных инициатив. Это оказывает реальное влияние. Не могу не согласиться с этим. Я очень горжусь тем, что участвую в этом проекте и имею возможность работать вместе с таким опытным и щедрым человеком, как Майк. Это действительно замечательно, Джон. Очень важно ценить и ценить людей в наших сообществах, готовых протянуть руку помощи, не ожидая вознаграждения. Именно так. Майк– настоящий вдохновитель, и я надеюсь, что его пример побудит других принять участие и поделиться своими талантами. Знаешь, сообщество– это сплоченность. Абсолютно. Когда люди объединяют свои ресурсы и опыт, могут произойти удивительные вещи. Похоже, этот театральный проект– прекрасный тому пример. Это действительно так. Хорошо, у меня есть мотивация вернуться к работе над этим. Спасибо, что выслушали, Анна. Спасибо, что вы нашли время поговорить об этом. Урок 14. Поездка в универмаг. Привет, Анна. Я заметила, что тебя раньше не было рядом. Куда ты в итоге пошел? Я решил сделать небольшой шопинг раньше. Я спустился в универмаг в центре города. Универмаг, да. Нашли что-нибудь хорошее? Я всегда ищу новую одежду. На самом деле, да. У них было несколько действительно красивых весенних фасонов, которые привлекли мое внимание. Я не удержалась от того, чтобы купить несколько новых вещей. Замечательно. Что вы нашли? Мне бы очень хотелось услышать о твоей увозе. Что ж, я купила красивое платье с цветочным принтом, которое, по-моему, идеально подойдет для теплой погоды. А еще я купила новый блейзер прекрасного нежно-синего цвета. И то, и другое звучит прекрасно. Особенно платье с цветочным рисунком. Мне оно как раз по душе. Мне нравится хороший женственный весенний образ. Я подумала, что сможешь. А блейзер такой универсальный. Я могу одевать его как вверх, так и вниз в зависимости от случая. Умное мышление. Похоже, вы действительно получили максимум удовольствия от поездки в универмаг. Есть еще интересные находки. На самом деле, да. У них была самая изысканная витрина украшений, которую я не могла не посмотреть. В итоге я угостила себя изысканным золотым ожерельем. Новое ожерелье, да. Наверное, это было настоящее удовольствие. Украшения универмага могут быть такими элегантными. Определенно. Это идеальный маленький штрих роскоши. А самое приятное то, что все средства, вырученные от продажи ювелирных изделий, были направлены на благотворительность. Как чудесно! Мне нравится, когда розничные торговцы находят способы сделать такой вклад. Делает шопинг еще более значимым. Абсолютно. От этого выигрывают все. Я могу не только заниматься розничной торговлей, но и поддерживать благое дело. Ничего не превзойдешь. Я полностью согласен с этим. Похоже, вы провели очень продуктивную и насыщенную поездку в универмаг. Я немного завидую. Ха-ха,
Добро пожаловать ко мне в следующий раз. Уверен, мы также сможем найти для вас несколько отличных новинок. Знаете что, возможно, я расскажу вам об этом. Небольшая прогулка по магазинам может просто поднять мне настроение. Замечательно. Значит, это свидание. Мы посвятим этому день шопингу и, может быть, пообедаем. Звучит неплохо. Звучит отлично. Хорошо, я уже с нетерпением жду этого. Спасибо за приглашение, Анна. Это именно то, что мне нужно. Конечно, Джон. Я с радостью предоставлю вам небольшую терапевтическую помощь в розничной торговле, когда вам это понадобится. А теперь давайте начнем планировать наши следующие приключения в универмаге. Вы поняли. Ладно, я на слуху. С чего же нам начать поиски идеальных новых нарядов? Урок 15. Действия для перемен. Привет, Анна. Я хотела узнать твое мнение по этому вопросу сообщества, который мы обсуждали на днях. Как вы думаете, мы действительно можем что-то изменить? Безусловно, Джон. Я считаю, что если мы уделим внимание важным вопросам и примем в них участие, это, безусловно, может привести к существенным переменам. Это отрадно слышать. Я знаю, что многим кажется, что они всего лишь один тихий голос, который не может оказать влияние. Я понимаю это мнение, но я искренне верю, что это не так. Даже отдельные действия могут вызвать снежный ком и более масштабные движения. Вы делаете хорошие замечания. Думаю, дело в том, чтобы набраться смелости сделать что-то, а не просто сидеть в стороне. Именно так. И когда все больше и больше людей делают этот первый шаг, это создает импульс, который трудно игнорировать. Знаете, я много думал о том, что мы можем сделать, чтобы привлечь внимание к этому вопросу и добиться перемен. Это замечательно, Джон. Какие у тебя есть идеи? Мне не терпится провести мозговой штурм, как мы можем добиться ощутимых результатов. Что ж, я подумала, что мы могли бы начать с организации собрания сообщества, чтобы привлечь больше людей и повысить осведомленность. Отличный первый шаг. Очень важно объединить сообщество для обсуждения проблемы и возможных решений. Определенно. Я также думаю, что нам нужно связаться с представителями местных органов власти, чтобы убедиться, что они в курсе этой проблемы. Да, безусловно. Главное — оказать давление на наших выборных должностных лиц. Они должны знать, что это приоритет для их избирателей. Согласовано. Думаю, если мы сможем объединить достаточно большую группу неравнодушных граждан, у нас будет гораздо более сильный голос. Это разумная стратегия. Объединившись, их будет гораздо труднее игнорировать. Мне не терпится приступить к решению этой проблемы. Я тоже. У меня есть мотивация действительно внести здесь некоторые позитивные изменения. Вы готовы приступить к работе? Безусловно, Джон. Я согласен с тобой на все 100%. Давайте начнем планировать эту общественную встречу и связаться с нашими местными лидерами. Фантастическое. Я знаю, что с вашей помощью мы сможем оказать реальное влияние. Я благодарна за то, что вы рядом со мной за это. Конечно, Джон. Я с радостью посвящаю свое время и энергию этому важному делу. Я верю, что вместе мы действительно сможем изменить мир к лучшему.
В этом и заключается дух. Хорошо, давайте начнем. У меня такое чувство, что это только начало чего-то большого. Урок 16. Снежные сезоны. Привет, Анна. Ты заметила, как в последнее время меняется погода? Начинает действительно напоминать зиму. Определенно. Температура немного снизилась. Мне интересно узнать, сколько снега может выпасть в этом сезоне. Я тоже. Знаете, снег может быть таким непредсказуемым. Иногда на нас просто падает небольшая пыль, а иногда полномасштабная метель. Это так. Удивительно, как сильно меняется зимняя погода из года в год. Абсолютно. Помню, несколько лет назад, во время снежной бури весь город был практически закрыт на несколько дней. Ух ты, могу только представить. Такой сильный снегопад действительно может вызвать хаос. Наверное, передвигаться по городу было непросто. Это было безумно. Улицы были непроходимы, и нас всех почти засыпало снегом. Но знаете, в сильном снегопаде тоже есть что-то волшебное. Согласен, в этом есть определенная красота и чудо. Когда мир покрыт белым, он кажется почти потусторонним. Именно так. Как будто над всем царит умиротворяющая безмятежная тишина. И есть что-то очень уютное в том, что вы все собрались внутри. Определенно. Контраст между тишиной на улице и теплом и уютом дома действительно особенный. Абсолютно. Мне всегда нравится смотреть, как снег мягко падает из окон. Это так завораживает. Я тоже. И когда ты впервые выходишь в свежевыпавший снег раньше, чем кто-либо еще по нему пройдет, это просто волшебно. Полностью. Как будто вы первыми открыли для себя новую зимнюю страну чудес. Такой уникальный и мимолетный опыт. Определенно. Хотя, признаюсь, я не такой уж большой фанат тех лет, когда нам просто не хочется пылиться. Кажется, это никогда не длится достаточно долго. Я знаю, что вы имеете в виду. Сильные снегопады могут быть разрушительными, но они действительно создают типичную зимнюю атмосферу, не так ли? Именно так. В снегу за чашкой горячего какао в хорошей компании есть что-то уютное и ностальгическое. Не могу не согласиться с этим. Что ж, я, конечно, с нетерпением жду того, что мать природа приготовит для нас этой зимой. Это обязательно будет приключение. Абсолютно. И я рад, что ты рядом со мной, Джон, будь то небольшая пыль или полномасштабная метель. Этот сезон всегда лучше, когда его разделяют с хорошими друзьями. Вы абсолютно правы. Я тоже рада, что ты есть в моей жизни, Анна. А теперь будем надеяться хотя бы на одну хорошую метель, не так ли? Урок 17. Поиск потерянного предмета. Привет, Анна. Я хотела у тебя кое-что спросить. Кажется, сегодня я потерял кошелек. Вы случайно видели его где-нибудь? А нет, мне жаль это слышать, Джон. Когда ты в последний раз ее помнишь? Думаю, в последний раз оно у меня точно было, когда я уходил из офиса сегодня днем. Должно быть, я где-то положил его и забыл об этом.
Понимаю. Что ж, давайте подумаем, куда вы могли пойти с тех пор. Вы где-то останавливались по дороге домой. Теперь, когда вы об этом упомянули, я все же зашла в кафе на соседней улице, чтобы немного передохнуть. Наверное, это самое вероятное место, где я ее потерял. Хорошо, это хорошая зацепка. Вот что я вам скажу. Почему бы вам не заглянуть в кафе, и я посмотрю, смогу ли я найти охранников нашего здания. Отличная идея. Я сейчас же пойду туда и посмотрю, нашли ли они что-нибудь. А пока я очень признателен за то, что вы помогли мне найти его. Конечно, Джон. Я знаю, как неприятно терять такую важную вещь. Я с радостью сделаю все возможное, чтобы помочь вам найти его. Ты лучшая, Анна. Хорошо, я пойду проверю это в кофейне. Я дам вам знать, как только что-нибудь услышу. Урок 18. Праздничное возвращение домой. Привет, Анна. Я хотела рассказать тебе об этом замечательном праздничном фильме, который я только что посмотрела. Это действительно подняло у меня праздничное настроение. Расскажи. Я всегда ищу хорошие фильмы на праздничную тематику, чтобы проникнуться духом сезона. Что ж, в этом фильме рассказывается о парне, который застрял на работе в праздничные дни вдали от своей семьи. Поначалу его это очень расстраивает. Для многих это звучит как приятная ситуация. Во время каникул бывает сложно находиться вдали от близких. Абсолютно. Но потом, как ни странно, появляется его младшая сестра и делает ему сюрприз, говоря, что он тоже может вернуться домой. Ой, это такой приятный момент для братьев и сестер. Бьюсь об заклад. Это просто растопило его сердце и изменило настроение. Это действительно сработало. Сцены, в которых они воссоединялись и вместе возвращались домой, были очень веселыми и приятными. Я могу представить себе радость и волнение, излучаемые за пределами экрана. Такие трогательные семейные моменты — лучшая часть праздничных фильмов. Полностью согласен. И на этом фильм не ограничился. В нем было много других праздничных и веселых элементов. Нравятся праздничные вечеринки, декорирование и все такое. Звучит как раз в моем переулке. Мне нравится, когда в праздничных фильмах запечатлены все маленькие традиции и уютные моменты сезона. То же самое и здесь. Это действительно подняло у меня настроение начать планировать свои собственные праздничные мероприятия. Возможно, я даже уговорю тебя принять участие в киномарафоне вместе со мной. Знаешь, я буду рад присоединиться к тебе, Джон. Уютный праздничный вечер кино кажется идеальным способом проникнуться духом. Фантастично! Нам придется согласовать графики и составить план. У меня такое чувство, что я могу смотреть рождественские фильмы весь день.